B.B. King. Всем добрый день! Сегодня поговорим о Би-Би Кинге. Он был королем блюза дольше, чем какой-либо монарх правил на нашей планете. Он дожил до преклонных лет и выступал почти до самой смерти. Вклад Би-Би Кинга в историю блюза огромен. Он создал и развил свой исключительный стиль игры на гитаре, который оказал влияние на многие поколения музыкантов. Фирменный прием Кинга заключался в довольно экономичной манере игры, украшенной мягким бендингом и бархатным вибрато. Впоследствии он явился образцом для будущих гитаристов. Кинг, в отличие от других виртуозов, не бегал пальцами по всему грифу, а в основном импровизировал в одной позиции. Такая, на первый взгляд, минималистская манера исполнения на самом деле очень интересна и богата красивыми затейливыми ходами. Ну а творческая жизнь Би-Би Кинга, которая продолжалась около 70 лет, была очень плодотворной. Фамилия Кинг, король, так подходит ему, что кажется псевдонимом. Но псевдоним – имя, точнее прозвище – Би-Би, блюз-бой, мальчик-блюз, которое приклеилось к нему еще в юности. Сам же Райли Бен Кинг родился 16 сентября 1925 года на плантации Ита Бена, близ городка Индианола в штате Миссисипи. Родители разошлись, когда ему было около 4. От полной нищеты его мать Нора отдала сына бабушке. Но когда ему исполнилось 9, его мама Нора умерла. Однако она успела приобщить его к прекрасному. Она сама пела в церковном хоре, там же Райли впервые услышал музыку. В той же церкви проповедником служил некий Арчи Фаир, который хорошо умел играть на гитаре. Однажды Кингу удалось дотронуться до инструмента, и он тут же представил, как играет и поет. Похоже, не он выбрал гитару, а гитара выбрала его. Арчи показал мальчику несколько аккордов, но собственный инструмент Кинг приобрел не сразу. В 12 лет, усердно работая на плантации, он сумел накопить на гитару под названием «Стелла», на которой он впоследствии играл много лет. В 43-м он пошел в армию и прошел всю Вторую мировую войну. Там научился водить машину, поэтому после демобилизации сумел устроиться на престижную работу трактористом. А в свободное от фермерской рутины время молодой Кинг играл за гроши для прохожих, а по ночам успевал посетить до 4 городов со своими уличными концертами. Как ни странно, но благодаря трактору Кинг стал профессиональным музыкантом. Однажды его трактор перегрелся, сгорел мотор. Он испугался и сбежал в Мемфис, прихватив свою гитару. Там жил его дядя, известный в узких кругах Мемфиса блюзмен Бука Уайт. Вскоре Кинг, правда, застыдился, вернулся к хозяину и расплатился за испорченное средство производства. Но после сразу вернулся в Мемфис, где еще в прошлый побег успел познакомиться с легендарным блюзменом Сонни Боем Уильямсоном. Тот дал ему возможность выступить на радио, и первое время Райли работал там в качестве диск-жокея, но еще каждые 15 минут пел заразительные рекламные куплеты для спонсоров. Вскоре он прижился, начал выступать в барах и на том же радио. Тогда же и музыкант получил свое прозвище. Сначала его назвали Билл Стрит Блюз-бой, затем сократили до Блюз-бой, а потом начали называть совсем просто Би-Би.
Чуть позже, в 1946-м, Кинг женится на Марте Ли Дентон, взявшей фамилию мужа. И спустя несколько лет он написал прекрасную блюзовую композицию под названием «Мисс Марта Кинг», посвященную его чувствам к супруге. Но критики восприняли композицию резко негативно. И только Сэм Филлипс из Modern Records, идя всем наперекор, продолжал записывать молодого исполнителя, веря в его способности. Би-Би Кинг вскоре выпустил еще 5 синглов. Популярности, однако, он тогда не обрел, но на местном уровне стал довольно известен. Вскоре и его гитара получила всем известное имя. На какой бы гитаре ни играл Би-Би Кинг, все знают, что зовут ее Люсиль. На его именной модели, полуакустическом Гибсоне, на грифе даже написано это имя, которое ассоциируется у него со смертельной опасностью. В 1949-м Кинг играл на танцах где-то в Арканзасе. Зал обогревали бочками, в которых горел керосин. Тогда это была обычная практика. Но вот в зале завязалась драка, и легкого удара по бочке было достаточно, чтобы начался пожар. Все, конечно, быстренько ретировались, включая Кинга. Но уже на улице он вспомнил, что бросил на сцене свою гитару. Электрический Гибсон за $30, который в свое время приобрел с большим трудом. Он каким-то образом умудрился проникнуть в охваченное огнем здание и вынес инструмент. Ему крепко повезло. Пожар был нешуточный, с 2 человеческими жертвами. А на следующий день он узнал, что приведший к трагедии махач завязался из-за девушки по имени Люсиль. Так он и назвал свою гитару. Имя напоминает ему, что не надо делать глупостей, входить в горящее здание или драться из-за женщины. Чуть позже Кинг собрал небольшой музыкальный коллектив, который первоначально состоял из 8 исполнителей. Группа, получившая название Би-Би Кинг Ревью, подписала контракт на ряд гастрольных концертов по Соединенным Штатам, которые включали в себя выступления в больших и малых городах по всей стране. В конце 51-го музыкант выпустил 7-й в дискографии сингл, и он попал в список журнала Billboard, где вскоре добрался до 1-го места. Благодаря этому популярность Кинга достигла общенационального уровня, и блюзмен подписал контракт на выступление в крупнейших залах страны, где имели право выступать чернокожие музыканты. Хоть он и родился в сердце Черного Юга, но в отличие от многих джазменов и блюзменов, к своей расовой принадлежности относился философски. Я знал, что в городе есть заведение для белых. Негра оттуда выгнали бы в зашей. Так я просто не ходил туда, вот и все. Гораздо больше его обижала дискриминация блюза. Расхожее отношение к блюзу, как к забубенной музыке для мужика или саундтрека пивных. Филармонии строят для того, чтобы там звучала прекрасная музыка. А разве блюз не такая музыка? Так Кинг отреагировал однажды на заметку в газете. Автор, который уверял, что выступивший в академическом зале Би-Би Кинг стал уже не тем, и блюз у него теперь как бы не вполне настоящий. А вообще Кинг настоящий эстет. На сцену он выходит как на прием к королю, в нарядном пиджаке, блестящих туфлях с бриллиантовыми кольцами на пальцах. Well, she's not too tall. Complexion is fair. Man, she knocks me out the way she wears her hair. You upsets me, baby. Yes, you upsets me, baby.
А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. В 50-е годы творческий накал Кинга достигает своего апогея. Он записывает одну композицию за другой, которые занимают первые строчки хит-парадов, и выпускает свой первый альбом. В ходе гастрольных туров музыкант дает очень много концертов и в результате становится одним из самых авторитетных исполнителей. Рекордным в этот период в творчестве Кинга стал 1956 год. Он осуществил 3 сессии записи своих новых композиций, а также дал около 350 концертов. Однако в начале 60-х интерес к блюзу пошел на спад. Зарождение рок-н-ролла переключило внимание на него и сделало звездами многих чернокожих музыкантов, таких как Чак Берри, Джеймс Браун и Фэтс Домино. А вот музыка, которую играл Би-Би Кинг, оставалась в категории расовых и мало интересовала белых слушателей. В итоге в 1968 году певец дважды выступал перед белой аудиторией, и оба раза его ждал провал. Но, несмотря на это, произведения, написанные именно в 60-е, одни из самых сильных в творчестве Кинга, как, например, ставшая классикой песня «Sweet 16». Кроме того, среди поклонников Кинга существует почти единодушное мнение, что альбом Live at Regal – одна из его самых прекрасных работ и вообще классика концертных записей. Это запись 1964 года, выступление Кинга с крепким секстетом в чикагском Regal Theater. Слышно, как он доводит молодую аудиторию до безумия своими способностями умелого шоумена, эмоциональной гитарой и медовым голосом. Один из самых драгоценных бриллиантов в короне этого альбома – это песня «Sweet Little Angel», авторская вещь Кинга и гвоздь программы его концертов в 60-е. После у Кинга вышел ряд блистательных альбомов, но следующей его хитовой работой стал альбом 1969 года, на котором был чрезвычайно важный для его карьеры хит «Волноваться больше не о чем». Вообще эта композиция была сочинена Риком Дарнеллом и Роем Хопкинсом и полностью вписывалась в расхожее представление об этом стиле. Первым эту песню записал сам Рой Хопкинс в 1951 году, и тогда сингл попал на 6-е место ритм-блюзового чарта США. Однако пика популярности песня достигла, когда за нее взялся Би-Би Кинг. Идею записать композицию гитарист вынашивал уже давно, но не мог найти для нее подходящего воплощения. Вот и на сессии 1969 года он исполнил песню несколько раз, но ни один результат его не удовлетворил. Тогда продюсер Билл Шимчик посоветовал добавить в аранжировку струнные инструменты. Так как дело было уже в 4 утра, Кинг был готов согласиться на что угодно. И в результате сингл получил в 1970 году Грэмми за лучшее мужское вокальное исполнение в стиле ритм-блюз и остался самым большим хитом в карьере Би-Би Кинга.
thrill is gone. The thrill is gone away. Oh, the thrill is gone, baby. The thrill is gone away. You know you done me wrong, and you're gonna be sorry someday. Чтобы было реально ясно, насколько песню оценили, посмотрите как-нибудь видео с концерта 99-го года, где Би-Би Кингу подпевает, а точнее подвывает в перепевах между куплетами Лучано Паваротти. И по лицу маэстро видно, как он нервничает. Выглядит это очень забавно. Кстати, еще в 97 году у истории погасшей любви появилось свое музыкальное видео. Оно было снято на новую версию этой песни, которую Би-Би Кинг записал в паре с певицей Трейси Чепман. No, you done me wrong, baby. You'll be sorry. Ну а в 70-е годы отмечены еще большим подъемом в карьере Кинга. Он записывает около 80 композиций, сотрудничая с такими прославленными музыкантами, как Джо Кокер, Стиви Уандер и Эрик Клэптон. В этот период Би-Би, став обладателем нескольких премий Грэмми, возглавил список популярных исполнителей среди блюзменов. Он также продолжал успешно гастролировать во многих странах и в год давал в среднем около 300 концертов. А в 79-м он впервые посещает СССР. Ну а 80-е годы и 90-е ознаменовались включением Кинга в залы славы блюза и R&B. Он все так же дает много концертов, снимается в различных музыкальных телевизионных шоу, однако гораздо меньше внимания уделяет записи новых композиций. И в 91 году Кинг в городе Мемфис открывает свой первый блюз-клуб. А в 94-м такое место любителей этого музыкального направления появляется и в Лос-Анджелесе. В 94-м он еще раз посещает нашу страну, а затем в 97-м даже участвует в рождественском концерте в Ватикане. К финалу 20 века король блюза записывался редко. Преимущественно Кинг гастролировал, не отставал музыкант и от новых веяний. В 88-м Кинга пригласили сыграть тогдашние модные рок-звезды группа U2. Вместе они записали песню, которая вошла в их альбом 88 года. В этой динамичной песне гитара звучит очень дерзко. Такого Кинга поклонники уже давно не слыхали. Добавлю, что от Кинга фанатеют рок-музыканты всех поколений. Сотрудничество с ним высший знак качества. Когда ныне покойный ирландский рокер Гарри Мур ударился в блюз, записи и концерты с Кингом были для него особенным событием и знаком признания блюзовой элиты. Вообще Кинг повлиял на всю плеяду великих британских рок-гитаристов, от Кита Ричардса до Джорджа Харрисона. Персонаж из той же тусовки Эрик Клэптон на рубеже веков записал дуэтный альбом со своим кумиром. Причем эта работа стала огромным хитом. Сам Би-Би Кинг, несмотря на свой облик лоснящегося гедониста и сомнительную славу отца 15 внебрачных детей,
был работягой, по полвека не вылезавшим из турне. 2 его брака распались из-за того, что у него никак не получалось играть меньше 2,5 сотен концертов в год. То есть дома он бывал нечасто. Музыкант не курил, не пил, ел исключительно здоровую вегетарианскую пищу и не употреблял сахар. Правильно питаться он был просто обязан. В 70 лет у Би.Би. Кинга нашли диабет 2 типа, так называемый диабет тучных. Кинг говорил: когда мне поставили такой диагноз, я подумал, что скоро умру. Я ведь ничего не знал о диабете. И он всячески пропагандировал здоровый образ жизни, поддерживал инициативы по борьбе с диабетом и говорил, что у него есть эксклюзивный способ поднимать уровень глюкозы в крови – играть на сцене. На концертах у меня всегда нормальный уровень глюкозы. На сцене у меня стоит стакан апельсинового сока на случай, если глюкоза упадет и я почувствую слабость. Но сок мне почти никогда не нужен. 21 февраля 2012 года блюзмен стал участником концерта в Белом доме. Причем часть песен пел сам Барак Обама. Sweet home Chicago. Би.Би. Кинг скончался от диабета в 2015 году на 90-м году жизни. Последний прижизненный альбом был издан в 2008. Всего музыкант записал их более 40, и 7 из них были удостоены премии Грэмми. Каждый, кто хоть раз был на концерте короля блюза, знает, что это больше, чем просто исполнение. Это славная беседа о жизни. Би.Би. Кинг с детским озорством шутил и посвящал баллады прекрасным дамам зала, а его игра была неповторимой гармонией блюза, свинга и прекрасных текстов, достойных быть написанными в книгах. Он не стыдился своего прошлого, не считал, что мир ему чем-то обязан. Он просто работал. И жизнь его не разочаровала. Но титул короля блюза Би.Би. Кинг получил далеко не сразу. Америка ревностно коллекционирует своих богов. Кока-кола, первая высадка на Луне, Кадиллак, Макдональдс, Уолл-стрит, джаз и так далее. И после смерти Луи Армстронга трон музыкального форварда Америки освободился, и Би.Би. Кингу прочили место короля. Но для чернокожего населения, особенно для молодежи, выросшей на хип-хопе, блюз – это напоминание о рабстве. Как только из блюза вырос джаз, ритм-блюз, соул, фанк, рок-н-ролл, чистый блюз задвинули подальше. Побитый, деревенщина, бродяга, бедовый незнакомец – вот кто играет блюз. Из-за подобных предрассудков Би.Би. Кинг стал королем далеко не сразу. Его титуловали белые, но не черные. Для них королем был и остался Луи Армстронг. Джаз, но сердцу не прикажешь. Как Астора Пьяццолу не признавали в Аргентине, а потом нарекли его королем танго, так и Би.Би. Кинга в конце концов признали единогласно. Его блюз не напоминание о кошмаре, не синоним тоски и меланхолии. Его блюз полон любви и исцеляющего тепла.